Привет, друзья! В этом видео мы будем говорить с вами о русской культуре, о русской живописи. Я расскажу вам об одном прекрасном русском художнике, которого зовут Борис Кустодиев. Вот эта мелодия является одной из самых известных русских народных песен. Она называется «Вдоль по Питерской». Народная значит, что никто на самом деле не знает, кто ее написал, поэтому ее автором считается весь народ. А картины, которые вы сейчас увидели, нарисованы одним и тем же художником. Его зовут Борис Кустодиев. Вот о нем я вам сегодня хотела бы рассказать. Кустодиева ни с кем не перепутаешь. На его картинах всегда можно увидеть праздник, яркие краски, тройки лошадей, веселых людей. Но не меньше, чем за эти праздники, которые он очень часто рисовал, Кустодиев известен за своих кустодиевских Венер, за молодых прекрасных женщин, которых он очень любил изображать на своих полотнах. Посмотрите на эти картины. Прекрасные, молодые, полные женщины, пышущие жизнью. И вы можете спросить, ну что такого, да, рисовал художник женщин, да, красиво, рисовал художник праздники, да, ярко. А интересное здесь то, что жизнь самого Кустодиева была практически полной противоположностью его картинам. Жизнь художника была трудной и во многом даже очень трагичной. Кустодиев родился в конце XIX века, в 1878 году. И прожил он очень короткую жизнь. Он прожил всего лишь 49 лет. И из этих 49 лет 15 лет он провел в инвалидном кресле, потому что он не мог ходить. А к концу жизни он потерял даже способность сидеть. И когда он рисовал, то холст над ним подвешивали, чтобы он мог рисовать лежа. И в последние годы жизни у него начались проблемы с руками. Представьте, какая это огромная проблема для художника. Итак, представьте себе, Российская империя, начало 20 века. Кустодиеву только-только исполнилось 30 лет. Он полный жизни, полный планов, полный энергии молодой человек. Ученик другого очень известного российского художника, которого зовут Илья Репин. И Репин Кустодиева выделял, говорил, что у него прекрасное будущее и большой талант. Перед Кустодиевым открыты все дороги. Более того, он счастливо женат, у него прекрасная была супруга, у него маленькие дети, он ездил с женой в путешествие, то есть у него куча планов, огромное количество желаний, идей, мечт и прочего. Но тут внезапно у него начинаются страшные боли. У него болит рука, у него болит голова, то есть его мучают мигрени. Он по ночам не может спать, он ходит по комнате туда-сюда и страдает от боли. Он обращается к врачу, и ему ставят страшный диагноз. Ему говорят, что у него опухоль спинного мозга, и необходимо делать операцию. И операция может быть или успешной, и тогда все будет нормально, или он останется инвалидом на всю жизнь. Делать нечего, Кустодиев едет за границу. Поразительно, но он был человеком огромного внутреннего оптимизма, огромной любви к жизни. Перед операцией в одном из писем своей жене он писал: «Несмотря на приближающуюся инвалидность, я иногда удивляюсь своей беспечности и какой-то внутри лежащей, несмотря ни на что, радости жизни». То есть он безумно любил жизнь, и несмотря на то, что ему предстояла операция, после которой он мог остаться инвалидом, он все равно любил эту жизнь, радовался ей, был полон энергии, полон планов. Операцию Кустодиеву сделали, и она помогла, она прошла успешно.
но помогла она, к сожалению, только на 2 года. Через 2 года опухоль вернулась, и с ней вернулись и боли. И Кустодиеву пришлось сделать вторую операцию, в этот раз в России. И во время этой операции врач вышел к его жене и сказал: послушайте, ситуация хуже, чем мы думали, и опухоль была обнаружена в самом веществе спинного мозга, и нам придется перерезать нервы. Поэтому вам придется выбрать, что ему сохранить – руки или ноги. И жена Кустодиева сказала: руки, сохраните ему, пожалуйста, руки, потому что художник без рук жить не может, он умрет. И таким образом Кустодиев оказался прикован к инвалидной коляске. Он больше в своей жизни ходить не мог, а ему было, я повторюсь, едва-едва за 30 лет, то есть он был абсолютно молодым человеком. И, как я уже говорила, к концу жизни он потеряет способность даже сидеть. И рисовать он сможет только с помощью специального приспособления, которое художники обычно используют, чтобы рисовать самые маленькие детали. Но Кустодиеву это приспособление нужно будет, чтобы рисовать абсолютно все, потому что он свою руку не сможет держать. Но, что удивительно, чем сложнее становилось его физическое состояние, тем ярче становились его картины. Сегодня я хочу рассказать вам об одной из самых известных его картин. Она называется «Купчиха за чаем». Для начала я вам расскажу, кто такие купцы. Если говорить очень простым языком, то купцы в России XIX века и до этого – это, попросту говоря, бизнесмены. То есть купцы – это было одно из сословий российского общества дореволюционного, и купцы занимались торговлей. Купцы очень часто ассоциировались с чем-то провинциальным, а их дома, их наряды, их привычки считались чем-то безвкусным, в противовес изысканному высшему обществу. Атаман в турецком платье. Почему на ходулях? Ну, для скорости, для страху. Может, это колокол льют? Ну уж так точно, поверь моему слову. И вот на этой картине изображена купчиха, жена купца. Давайте посмотрим внимательно на эту картину и обсудим, что мы здесь видим. Ну, конечно же, мы видим молодую, прекрасную, пышущую энергией, жизнью, полную женщину. Таких женщин в России называют пышки. Пышка – это выпечка, и вот прекрасных полнотелых женщин сравнивают с пышками. Обратите внимание, какая у нее белая, красивая кожа, да? Какая у нее красивая шея, какие густые брови, на губах чуть-чуть красной помады, у нее очень красивые пальцы. Ну и, конечно же, нельзя не заметить ее потрясающий вырез, да? Ее декольте и ее очень красивое платье. Сюжет картины очень простой. Купчиха у себя на балконе, у себя на веранде пьет чай. На столе у нас тут и арбуз, и виноград, и яблоки, и какая-то выпечка, и варенье, и, конечно же, стоит самовар огромный, да, и об ее плечо трется кот. Купчиха пьет чай. Пить чай в домах купцов было очень распространенной традицией. Обычно купцы и обитатели их дома после обеда ложились спать. Потом, после того, как они немножко подремали, они вставали и садились снова за стол, чтобы почаевничать, то есть попить чаю. Обратите внимание, что наша купчиха пьет чай из блюдца. Это было, опять же, очень распространенной вещью. Пили чай не из чашки, а из блюдца. У меня дома самовара, к сожалению, нет, но у меня есть вот такой милый чайник и есть вот такое симпатичное блюдце. И вот они брали самовар, наливали в блюдце чай и вот так вот пили, чтобы чай быстрее остывал. И обратите внимание, что чай она пьет, оттопырив мизинец, да? Это считается не очень хорошим тоном, вот так вот пить чай, но у купцов это, наверное, было довольно типично. То есть это такая легкая ирония, представление людей о сословии купцов, может быть. Ну и вы мне скажете: Аня, ну, замечательная картина, красивая девушка, вкусная еда нарисована, ну, что в этом всем такого?
А в этом всем такого то, друзья мои, что эту картину художник написал в 1918 году. И жил он в это время в Петрограде. Если вы знакомы немножко с русской историей, то вы знаете, что в 1917 году в России, в Российской империи произошла революция. Был свергнут царь. То есть Кустодиев пишет эту картину во время абсолютной разрухи. В мире только что закончилась Первая мировая война. В России идет гражданская война. Свергли царя, сменилась власть. Даже календарь сменили. Даже внесли поправки в сам русский язык, из него убрали несколько букв. То есть мир перевернулся с ног на голову. В Петрограде люди голодали. То есть у семьи Кустодиева, в частности, практически нечего было есть. Кустодиев инвалид, он передвигается в инвалидной коляске, а семья голодает, его жена ходит, ищет работу. То есть ситуация на самом деле ужасная. И тут такое. То есть это нереальность. На этой картине мы видим мир, покой, тишину. Кустодиев пишет мечту. Он пишет мир, которого больше нет. Мир, который рухнул. А теперь давайте еще раз посмотрим на нашу главную героиню. Мы знаем, кто эта женщина, мы знаем, как ее зовут. Звали ее Галина Адыркас. И она была родом из того же города, что и сам художник, из Астрахани. Вот только купчихой она не была. Она была самой настоящей баронессой. То есть она была представителем знати. Кустодиев познакомился с ней в Петрограде. И представила их жена художника. Галина жила всего лишь на 2 этажа выше семьи Кустодиева. И жена художника и Галина Адыркас, видимо, были знакомы еще в Астрахани. И вот когда Кустодиев увидел эту девушку, он понял, что он нашел свою купчиху, что она будет его моделью. Галина с удовольствием и с гордостью позировала для этой картины. Вот только художник на картине сделал ее несколько больше, чем она была в реальной жизни. Потому что, как я уже сказала, Кустодиев очень любил рисовать пышных женщин. Он говорил, что худые женщины его на творчество не вдохновляют. Поэтому он очень-очень часто увеличивал своих моделей на своих картинах. Как вы можете представить, так как Галина была баронессой, она всячески старалась скрыть свой титул, потому что в советское время людей из высшего сословия, мягко говоря, не приветствовали. Да? А что с ней стало в дальнейшем в жизни, мы точно не знаем, но она навсегда осталась с нами вот на этой картине. Купчиха за чаем выставлялась и в России, и в Европе, и везде получала восторженные отзывы. Цветопись, то есть цвета Кустодиева сравнивали с другими именитыми художниками, например, с Тицианом. А улыбку купчихи сравнивали с Моной Лизой, с улыбкой Джоконды. Кустодиев создал множество прекрасных картин. Он был человеком неукротимой энергии. И когда в России происходили революционные движения, когда по улицам ходили демонстранты, были митинги, Кустодиев очень сожалел, что он не может выйти на улицу и принять в этом всем участие, да, потому что он говорил, что такой истории, такого периода в истории страны можно ждать тысячелетиями. Но он творил, он рисовал, и он выражал на холсте всю свою неукротимую любовь к жизни. Кустодиев умер через 9 лет после того, как написал свою купчиху за чаем. После этого он создал еще несколько прекрасных, ярких, наполненных жизнью картин. Кустодиев как-то написал: «Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему русскому. Это было всегда единственным сюжетом моих картин». И действительно, наверное, Кустодиев – один из самых русских художников. «Купчиха за чаем» – одна из самых известных русских картин. Она тиражировалась и печаталась буквально на всем – на шкатулках, на постерах, даже на монетках. И столько раз люди ее видели, что глаз немножко замылился. Но я надеюсь, что мой рассказ помог вам освежить свой взгляд и, может быть, помог вам посмотреть на эту картину по-новому, увидеть ее свежим взглядом. Вот так, друзья, на этом я закончу свой рассказ про Бориса Михайловича Кустодиева, прекрасного русского живописца. Если вам это видео понравилось, то, пожалуйста, дайте мне знать своими лайками и комментариями.
Если вам хотелось бы, чтобы я еще больше рассказывала вам про русскую культуру, про русскую живопись, пожалуйста, дайте мне знать. Благодарю вас за внимание. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.